Опля. Ласкаво просимо, Андрей Николаевич. Ну-ка, зашлите полтинничек. Дороговато нынче в Буковеле на лыжах покататься. А вы как хотели? Вот так. Михаил Семенович, Да. давайте меняться. Я вам Харьковское метро, а вы мне Никопольский ферросплавный. Уважаемый Андрей Николаевич, засуньте, пожалуйста, Харьковское метро глубоко в Харьков. Господа, я не понимаю, по-моему, пора бить тревогу. А мы здесь в игры играем. Что там наш Кривицкий? Почему так долго? Надо же решать вопросы по таможне. Да и не только по ней. Есть еще вопросы по Нацбанку. Господа, не торопите события, у всех куча нерешенных вопросов. Но мы работаем, так сказать, люди новые, расценки старые. В яблочко. Ну что, Михаил Семенович, ну, давайте меняться. Я вам к Харьковскому метро еще... О, житомирские панчохи. И одесский припортовый. Но вы не наглеете. Ну, максимум еще Полтава облэнерго. Ну, по рукам. Ну, по рукам. По рукам. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу. Вот тут набью тату, слуга народа. Что это было? Этим вопросом сейчас задаются все граждане страны. Видимо, преступность окончательно побеждена, и безопасности Украины ничто не угрожает. Поэтому главе СБУ остается только танцевать. Другого объяснения такому странному поведению третьяк я не нахожу. Конечно, об этом и других скрытых талантах команды президента хотелось бы расспросить самого Голобородько, но в администрации президента пока отмалчивают. Черт! Вне зоны действия. Василий Петрович, вам надо идти на встречу с аграриями. Какая может быть встреча с аграриями, если такое случилось с Ниной Егоровной? Я лично займусь поисками Нины Егоровны. Спасибо. Все, я побежал тогда. Павел Дмитриевич, вы советник НБУ, и вам платят деньги за то, чтобы вы давали дельные советы. Они звонили мне и спрашивали паническим голосом, что делать. Бардак какой-то. Жесткая, но справедливая. Именно такой мне вас и описывали. К вам можно, Ольга Юрьевна? Вообще-то вы уже зашли. Чем обязана? Я бы не хотел, чтобы наши отношения строились на каких-то обязанностях. А пускай это будут дружеские договоренности. О каких договоренностях вы говорите? Вы вообще кто? Это не важно, кто я. Гораздо важнее, зачем я здесь. Я, Ольга Юрьевна, человек деловой, как и вы, поэтому сразу перейду к сути. Что это? Это благодарность за то, что наш банк получит лицензию от НБУ. Вы сами уйдете или вызвать охрану? Понял. Я удваиваю предложение.
Ну, хорошо, хорошо. Назовите сами сумму. До свидания. Ясно. Я вам свой номер оставлю на всякий случай. А с ответом не спешите, Ольга Юрьевна. Василий Петрович. Да, Юрий Иванович. Примите мои искренние соболезнования. Ну, может, оно и к лучшему. Торонто ведь неплохое место для пенсии. Здрасте. Вы уже в курсе? Да все в курсе. Но, положа руку на сердце, скажу вам, 4 из 5 ведь тоже неплохой результат. Честно говоря, я не привык считать людей в штуках. А надо привыкать, Василий Петрович. Эмоции мешают работе. Будете делать заявление о опровержении, их комментировать? Нет. Да. Василий Петрович, а над новой кандидатурой не думали? И, кстати, у меня в этом департаменте есть замечательные офицеры. Шереметьев, Кривицкий, верные разведчики. Кому? В стране. Нет, спасибо, я пока сам. Благодарю. Белла Рудольфовна, соедините меня, пожалуйста, с главой МВД. Срочно? Да, мне нужно найти одного человека. Гринь, 30 минут. Егоровна прошла паспортный контроль, Борисполь. Давно? Нет, час назад. А какой рейс? Рейс Киев-Торонто. А почему Торонто? Вась, так у нее ж там дочка. А, да. Спасибо. До связи, давай. Вань, давай, быстрее, к тебе Ну, пришли. давай. Пришли, к тебе, говорю. Откуда я знаю, кто он сказал, что ты назначил? Я? Нет, ну что ты как маленький ребенок? Да ну... Приятного аппетита. Чудесный тортик, Мила Алексеевна. Вам нужно памятник поставить. Это же просто героизм. Готовить такие шедевры в таких условиях. Прям-таки героизм. Так, духовка совдеповская подгорает немножко, ну ничего. Я вам вот еще хочу вареница своего предложить. А вы что, из Собеса? Пришли справиться о наших условиях? Вы кушайте. Я не буду вам мешать, разговаривайте, да? Все, пошло. Нет, конечно, не из Собеса. Сейчас государство не может побеспокоиться даже о тех, кто готов жизнь за него отдавать. Что с этой страной? Да нет, страной все хорошо. Мудаков просто у нас много. Угу. Слушайте, давайте ближе к телу. Вы кто? Что вам нужно? Иван Андреевич, я представляю интересы людей, которые знают о проблемах в армии и готовы помочь. Угу. Это как? Но у вас на балансе много долгостроя, неиспользуемых полигонов. Мы можем помочь вам снять с вашей шеи этот камень, и, конечно же, не бесплатно. Вам интересно? Конечно, интересно. О какой сумме идет речь? О шестизначной. О, Господи! Я же вам сливки забыла предложить. Мил, тебе чего? Ничего, человеку сливки. Забыла подать. Вот, пожалуйста. Вы пишите. Мил, иди уже. Что? Господи! Хотите больше? Да нет, почему? Мне достаточно. Дорогой мой человек, а почему бы вам не съесть еще маленький кусочек торта? Потому что Ванька у меня сладкого не ест, боюсь, пропадет, а? Ну, разве что маленький кусочек. Да. Ну а чего вы стесняетесь? Милка у меня вон как вкусно готовит, да? Вкусно готовлю. Кусочек. Выберите весь. Ваня! Ваня, не надо, Ваня! Ваня, что ты делаешь, Ваня? Насыпай больше, у меня 15 минут. Василий Петрович, это для вас. Нашли в квартире Нины Егоровны. Спасибо. Ну и куда теперь? Мил. Ну, Мил. Ну не дури. Слушай, ну как ты не поймешь? Ну ведь один раз возьмешь, ну вовек же не отмоешься.
Мил, да как я в Ваське после этого в глаза буду смотреть? Мила! Да иди ты к черту, дура. Господи, тебе же раз в жизни повезло. Ты, считай, лотерейный билет выиграл. Начать все с чистого листа. Переехать с этого сарая. Да я с тобой всю жизнь по этим казармам туда-сюда, туда-сюда мотаюсь. Скорик, а ты знаешь, почему у нас с тобой детей нету? Потому что куда их рожать? Куда их рожать, Скорик? Куда? В эту избушку на курьих ножках! Господи, придурка кусок. Его уже все замы на нормальных машинах ездят. Жены как сыр в масле катаются. А мой козел в своем козле ездит. Ничего не забыла? А я и это брать не буду. Забирай в казарму, как ветошь. Господи, ну куда мои глаза смотреть? У всех шубы есть. У меня у одной. Цветы полей, скотина! Терветолоа Украина. Запоминайте, Сергей Викторович. Я запоминаю. Финны не любят, когда нарушают их личное пространство. Похлопывание по спине или плечу может оскорбить гостя. И, кстати, не стоит засовывать руки в карманы и скрещивать их на груди. Эти жесты могут быть неправильно растолкованы. Секундочку, я не понял, зачем этот фильм приехал-то вообще? Для модус прецеденди. А, ясно. Модус прецеденди – это согласование сторонами процедуры выполнения договорных обязательств. Я так и понял, да. Далее, финны не любят громких собеседников. Это считается дурным тоном. А я же громко разговариваю, что ли? Нет, но смех… Я вообще не смеюсь. Сергей Викторович. Да понял я все, понял. Не переживай ты. Найдем мы с твоим финном общий язык. Я сам когда-то в финна играл. Какого финна? Геккельберри. Так, Сергей Викторович, я пошла встречать гостя. Подожди, еще раз. Как по-фински будет «добро пожаловать в Украину»? Терветулоа Украина. Запомнила. Тервер. Михаил Иванович, разрешите отнять несколько минут вашего времени? По какому вопросу? По личному. Прием граждан по личным вопросам в первый четверг каждого месяца. Да, но вопрос касается лично вас. Слушаю вас. Вопрос очень деликатный, поэтому мне бы хотелось поговорить тет-а-тет. Пойдемте со мной. Так, Михаил Иванович, на подпись. Что? Может быть, чай, кофе? Чего-нибудь сладкого? Нет, сладкого точно не нужно. Да ничего не нужно, спасибо. Спасибо. Как вам будет угодно. Я вас слушаю. Михаил Иванович, я бы с вами хотел поговорить о назначении нового начальника Одесской таможни. А с действующим начальником разве что-то не так? Ну, есть ощущение, что он не на своем месте. Ну, в том смысле, что на его месте должен находиться другой человек, которого мы вам хотим порекомендовать. А кто такие мы? Ну, я представляю интересы группы очень влиятельных товарищей, от предложения которых не стоит отказываться. И как же фамилия вашего протеже? Красивая фамилия, правда? Я считаю такое поведение главы СБУ недопустимым. Это бесспорно. Здрасте. Здравствуйте, господин президент. Прокомментируйте поведение главы СБУ. Без комментариев. Но господин Третьяк уже уволена? Я же только что сказал, без комментариев. Может быть, это чья-то провокация? Может быть, мы разбираемся. Какие-нибудь еще вопросы есть? А где сейчас глава СБУ? До свидания. Чай, кофе? Чай, кофе. А может, глава СБУ сидит на наркотиках? Без комментариев! Не знаю. Извините, у меня мало времени. Всё.
Тарвертула, Украина. Трава, Тили, Украина. Забыл, как это по-фински. Да можно по-русски. Вы говорите по-русски? Ну да, в совершенстве владею русским языком. Отлично. Тогда проще. Прошу. Спасибо. Учились здесь? Родился, учился, женился. Да, в общем-то, живу я здесь. Понятно. Сергей Викторович, по всей видимости, вы меня приняли за другого. Ну, поверьте, кого бы вы ни ждали, мой визит не менее важен. Ну, хорошо, я слушаю вас. Я к вам пришел с просьбой. С одним очень хорошим человеком случилась беда в Боливии. Я понял, он турист. Ну, можно и так сказать, но скорее отдыхающий. Я понял, он там застрял и не может выехать. Ну, можно и так сказать, но скорее его не пускают. Я понял. Вам нужна поддержка МИДа, чтобы наше посольство там помогло ему выехать. Ну, можно и так сказать, но скорее нужно договориться о его экстрадиции. Сейчас я не понял. Это что, взятка, что ли? Можно и так сказать, но скорее щедрое вознаграждение. Значит, надо звонить, пока не возьмет трубку. Куда звонить? Она летит. Подождите, а дочери звонили? Да звонили, Егоровна ей только время прилета сказала. Слушайте, а что это вообще с ним было? Может, она того поехала немножко, нет? Слушай, Сереж, знаешь что? Ты лучше вместо этого поднял все посольство в Канаде на уши и нашел бы ее. Если и надо как-то будет, Оля, я вернуть. поставлю Вот поставь, посольство. Ребят, не пожалуйста. ссорьтесь. Нина Егоровна не вернется. Почему? На, держи. Что? Читай вслух. Вася, это не для меня, не женское это дело. Пожалуйста, не надо меня искать, мне нужно время подумать. Ее точно подставили. Они будут шантажировать, будут подкупать. Это страшные люди. Это все, что в записке? Да нет, тут еще по скриптам. А над этим вариантом, Вася, советую подумать. Над каким вариантом? Там фотография. Это кто? Ну так это ж Мика Тасунян. Наш председатель Совета дружины. Точно. А я, насколько знаю, он сейчас в ГЮМРИ, в службе безопасности Армении. Преграды в пути нам не помеха. Всегда и везде мы добьемся успеха. Нормально вообще, Рад тебя видеть, очень рад. Борода седая. Армянский бог! Давай. Ну ты даешь. Да ладно, вино есть. Здравствуй, Мик. Ой, сколько лет. Миша. Мика, тёлски? Красненькая или беленькая? Она обижающая вкусненькая. Понимаете, вообще. Так что, никто не взял? Все такие принципиальные. Я не верю. Да при чем тут принципиальность? Просто люди раньше никогда не видели таких денег. Ну вот и пошло отторжение, естественной реакции организма. Со мной тоже такое было лет 25 назад, когда мне первую штуку баксов сунули. Ой, и как эту штуку взял, меня аж в жар бросило. Ну, что потом было? Вечером погулял, расслабился, снял стресс. Утром проснулся и понял, не такая же она большая эта штука. Я уверен, что эти неподкупные тоже изменят свою точку зрения. Просто надо дать время, чтобы здравый смысл взял верх. Согласен. Как говаривал Завенный Данилович, место сидения определяет точку зрения. Они как раз сидят в том самом месте. Доброй ночи. Всего доброго. Василий Петрович. Да, Юрий Иванович. Я прошу прощения. Так что вы решили по поводу главы СБУ? Не переживайте, безопасность в надежных руках. Вот новый глава СБУ. Познакомьтесь. Грузин? Почему же грузин? Армянин.
Юрий Иванович. Микаэль, очень приятно. Вы новатор, Василий Петрович. До свидания. До свидания. До свидания. Вообще, Мико, рад, что ты с нами. Уверен, у тебя все получится. Ты знаешь, в тебе и в ребятах вообще не сомневаюсь, ни на секунду, правда. Ситуация, конечно, непростая. Чего там скрывать? Да. Все будет нормально, Васо. Мы команда? Мы команда. Конечно. Все будет в порядке. Ты знаешь, я за 10 минут понял, в какой террариум я попал. Сложно не наступить какой-нибудь гадюке на хвост. Да ты в точку сказал. Прости, что в террариум тебя позвал. Да. А вот с Ниной Егоровной, правда, какая-то мистическая ситуация. Какая мистика, Васо? Это обычный психотроп. Я такое уже видел. Это кто-то с ее окружения пытается над ней пошутить. Но ничего. Я тоже шутки люблю. Так что мы вместе посмеемся. Пришли. Хорошо. Спокойной ночи. Выспись. Впереди сложный первый рабочий день. Помни, ты не один, мы команда. Преграды! Люди спят. В пути нам не помеха. Всегда и везде добьемся успеха. Еще раз. Всегда и везде. Да. Сейчас я не понял. Это что, взятка, что ли? Скорее, щедрое вознаграждение. Тебе же раз в жизни повезло. Ты, считай, лотерейный билет выиграл. Начать все с чистого листа. А ты знаешь, почему у нас с тобой детей нет? Потому что куда их рожать? В эту избушку на курьих ножках! Как же фамилия вашего протеже?